Минус 40 за бортом. Сегодня вариант только палаточный. У нас весь город теперь в палатках рыбачит. 2 месяца морозы. Но зато щука есть, да, Вова? Да. Сегодня, извиняйте, я буду сидеть в трекере. Я не настаиваю, Вань. Ань, смотри, у нас сегодня специалист по щуке. Будем тестировать приманки. Главное найти щуку, чтобы она хоть на что-то отзывалась, да? Да, я думаю, найдем. Если будет хотя бы минус 30. Закоптила? Лед-то каленый, твердый. Начинается самое интересное. Так, давай я вот в эту щуку. Сейчас уже рассвело. Ага. Опа. О, вижу. Щуку сразу видел. Причем эта щука, она гуляла в пол воды, да? Ага. Еще... Опа. Пыжьян. Смотри, какой крупный. Может, пыжьян? Пыжьян, нифига себе. Или муксун, или пыжьян горбатый. Очень крупный. А ты каши не брал? Нет. Я только удочки взял, кашу не брал. Удочка у меня тоже есть. Последний раз на Саби рыбачил. Вот такая расцветка. Ага. Она была самой результативной. Как эта приманка правильно называется? Ратлин, да? Это вип ратлин. Вип? Да, виб. Виб Ратлин. Да. Я первый закинул. Слушай, кто-то даже коснулся. Смотри, у меня какой кивок. Здоровый. Сход. Ух ты, что-то маленькое клюнуло. Даже выбило. Первая щука. Целовать будем? Так, знаешь, что я сделал? Я пойду ящик принесу. Надо одевать парочку, чтобы рук не мочить лишний раз. Лунки сошла. Нельма. Андрей Васильевич. Ух, Нельма в лунки сошла. да? Да. Молодец. И прикольно, слушай, прикольно. А ты что, ее не выкачиваешь? Но она мелкая. Ее выкачивать не надо, да? Слушай, на фрикцион отрабатывает так прикольно. О, это покрупнее, смотри. Молодец. Молодец. А, еще и меня поймала ратлином на основной. Я тоже поймал. Смотри, она сама из лунки скачет. Эх ты, молодец какая. Маленькая, красивая. У меня, говорю, знакомый, Володь, Ага. недавно был в Войкарах и привык, что у нас здесь силикон. И он приезжает
все ловят вокруг. И ловят результативно. У него ничего не получается. А потом выяснилось, что как бы усвойкерский вариант. Это блесна. Огромная блесна. Кусочек подсадка там. Филейки. Да, или кусочек там плавника. Или что-то подобное. Слушай, резина вообще не нравится. Вижу щук. Угу. Ну не реагирует, да? Да, что-то это самое. Слушай, ну я под камеру, честно говоря, первый раз ловлю. Есть у нас специалисты, которые с камерой рыбачат. Чем-то напоминает, как будто мы в аквариуме рыбачим. Опа. Бросок красивый. Сошла. Сошла. Интересно, как она в воде, эта снасть. С одной стороны один цвет, с другой стороны другой цвет. Видно, да, ее? Что она разноцветная. Я даже камеру щука сдвинула, какая-то огромная. Как будто бы сопротивляется. Покрупнее. Еще как бы есть вариант подсадка. Спасибо. Любимое железо получилось. Сейчас блесна. Реагирует на блесну. Пока все спокойно. Ой. На железо. На железо. Плавничок на месте. Еще разок попробуем. Один раз это, возможно, случайность. Щука-то хорошая. Маленькая, но хорошая. Может, мы это, бригаду организуем? На рыбзавод будем сдавать. А что тут? Ну, мелковатая щука, все равно мелковатая. Она разная, может быть. Будут и крупные. Щука есть во всех слоях. Да. И вверху. Мне кажется, это слишком высоко той удочкой второй ловишь. Надо не... Я все-таки, нет, я сейчас припустил на полметра еще. Была прям подо льдом, я на полметра опустил. Однако... Тепло. Тепло. Однако землетрясение будет. А? Однако землетрясение будет. Сам Иван Ну, Николаевич. неплохо, неплохо. Нормально? Николаевич, тебе удочка. Молодцы. Так, надо тебя подсадить на рыбалку, чтобы ты Сейчас тебе поставлю глубину. говорил. А я «Ну-ка, поставлю просверлите». еще. Не, сейчас сделаю. Ну-ка скажешь, Ваня, в следующий раз просверлите мне удочку, дайте. Насаживайте. Все. Покажи ему. Просто смотри, Вань, плавный подъем, чувствуешь такое трещание и опускаешь, и держишь. Ну, Всё. всё, я понял, я И ждешь, понял. она потому что там гуляет, Я знаю. а ты держишь. Подольше паузу, 6-7 секунд, не меньше. О, уже поклевка была. Ага. Так, подсекай. О, есть. Ого. Так, держи, держи. Тихо, 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 тихо. Что, здоровый тащит? Да, хороший. Опа. Давай я сюда в ящик. Тихо. Вот, учитесь. Да. Зашел. и А всё. мы-то тут, блин, И настраивались. Я б так-то ловил, у меня уже пару было в ящиках. Вот это вообще такая хорошенькая щучка. О, вот она. Не, подсекать надо за удочку сначала. Надо сначала дернуть, а потом уже за леску. Тихо. Тихо, тихо. Она где-то рядом. У нас даже камера есть, видно, как щуки ходят там под водой. Да. Интересно смотреть, когда человек не часто в руки удочку берет.
можно сказать, совсем не часто. Раз в 5 лет, да? Ну смотри, первую-то быстро поймал. Она ждала меня специально здесь, сидела возле лунки. Ты рабочую хоть поставил? Да. Точно? Ну, Может, конечно. специально поставил? Нет, это проверенный рабочий. С вашего позволения. Ура! У нас гости. Вот, забери под стол. Хорошо. Привет, Я одной вот компании. садись. Тебе место как раз. Да? Давай. Смотри, мы тебя щуками встречаем. Вот прямо. О, нормально. А мы решили, раз холодно, будем сидеть в теплой палатке и тестировать разные приманки. А на что вы? На силикон? А на все. На вибы, на силикон, на все. Железо, если с плавничком, тоже хорошо работает. Дядя Коля здесь родился, он все знает. Я родился в Донецке. А, в Донецке? Да, А в Соликарде с какого года? 79-го. Пыжика не видать? Нет, слишком много щуки. Видели одну нельмушку. Видели камеру. Одну вот здесь, вот, в этой лунке. Она приходила, да? Ну да, поднялась, посмотрела и сказала, не хочу и ушла. Трекал прошел, и щука разбежалась. Да? А сейчас вот стала обратно собираться. Тормозок. Вот сейчас опущу вот этот судакен, рыболюба. Сразу же будет поклевка. Нет. О, вот, смотри, Андрей, даже дна не достал. Вот что значит судакен. Даже дна не достал. Конечно, кинулась. Она сверху его атаковала. Ага. Цвет, да? Да. Это ее цвет и размер. Ну смотри, как он немножко меняет воду, пускаешь, меняет цвет. О! Дядя Коля поймал. Опа, скажите, а? Сразу же клюет на судаке. Хорошая, что плохая? Хорошая. Она у тебя почему-то не в рот берет. Потому что слет атакует. Они не играются, видишь? Это мелкая. Убийцы! Винтов пошла. Хорошо пробовать там, где есть щука. Да. Сразу видно, как бы рабочий, не рабочий. А он еще и шумовой. Да. Интересно. Погремушка. Ага, шумовой с шариком. О, Я же говорю, Страйк Про это рабочий. лунки брякаются. Я за бочину, наверное, зацепил. О! Слушай, подобрал. Хорошо подобрал. Что-то мелкое. Она причем она плавает, Вов. Мы ездили туда на Березовый остров, и к нам приезжали немцы, казаки. Они вроде как казаки из Германии, но двое там по-русски хорошо трындели, а трое там, по-моему, что-то вообще никак. Вот. И ну, там уже стояли мужики, за день уехали. Жерлицы стояли. И что-то жерлица одна сработала. Мы побежали все туда. И один там немец с нами побежал. Молоденький такой пацан. Мы ему говорим, давай тащи, бери, вот вытаскивай. Он начинает тащить и не понимает, что нужно. Он ее к лунке подводит, и дым бьет, блин. Я говорю, подожди, дай. Я ему взял, забрал, в лунку завел. Вижу, что завел лунку. Говорю, на теперь вытаскивай. Он ее вытащил, поднял вот так вот. И стоит, глазами хлопает, не знает, что делать. Она висела, бульк в лунку. Я за ней туда рукой поймал. Зацепил ее за этот. Вытащил их. За черпачок, ага. Поставил, говорю, на, фотографируйся. Он фотографировался с ней. Дядя Коля молодец. Дядя Коля пришел, смотри-ка, одну за одной. Да. Уже в ящик не вмещаются. Вот с той стороны тоже есть палатка. Туда, в сторону Синелпана. Правильно его называю, да? Да. На улице 40. В палатке, раздевшись. Тепло. Рыба клюет с такой интенсивностью, что даже удочки вытащили. Думаешь, лишь бы не клюнула. Она срывается. А вы повытаскивали, да? А я не вытащил, у меня там висит.
Рыба срывается, а ты радуешься, что она ушла. Чуть час, ящик. Что, дядя Вова, какие ты сегодня выводы сделал по рыбалке? Что рыба, она есть, потому что она не может не есть. И когда она хочет есть, она есть везде. Почему рыба не клюет? Потому что у нее клюва нет, да? Да. Поэтому она не клюет. Ну, а я убедился, что вот эта модель VIP Ратлина Судакин очень рабочая модель оказалась. Ну, Ставил другие ратлиные вибы. Были поклевки, но намного меньше. ну да, вот у тебя вот эта, которая розовенькая, она вообще... Почему-то на нее размер больше. У меня лучше всего клевало на железо с плавничком. Чем больше блесна, тем крупнее рыбина. Я один раз на соревнованиях-то взял на двойник канелевский джиголовку, но вместо силикона на двойник одел сырочка мелкого, ну голову отрезал, и хвост получается с брюшком. Только пускаю сразу, тук, и щука на 2 килограмма. И все. Самая первая рыба, самая крупная рыба. Да? Ага. Что дали? Палатку 4-местную, летнюю, туристическую. Не удается. Что там? Мы с Плешом тоже на Березовом были. Он ловит, а у меня вот клюет, тяну, срывается, клюет, тяну, срывается. Я взял, купил новый этот у меня был балансир. И он был в таких вот коробочках. Ну я сейчас говорю поменяю. Беру, сижу, значит, возле этой лунки. Положил на колено эту коробочку. Вытаскиваю, так что-то ногой шевельнул, коробочка. Вместе с этим балансиром, блин. У меня еще был смешнее. Беру, ложу на коленку эту блесну, отцепляю, ложу вторую блесну, беру, не цепляю в лунку. Интересно, но коротко, да? Так, быстро отрыбачили. Ого! Эх, слабачи. 130 щук поймал. Сегодня позвонил 9 часов. Как? Я говорю, ну ящик почти наловили, но мы не торопимся. Это к 9 утра. Дядя Коля успел, еще 2 ящика поймал, да? Если бы это я. Ну, тут уже мы все вместе, поэтому это... Я очень доволен. Такая погода, солнце, мороз, палатки, жара. Одно удовольствие. Но я нисколько не сомневался, кто сегодня больше всех наловит. Я его когда в прошлом году вот увидел в магазине, я почему-то подумал, что он будет по гольцу работать. И взял с собой вот на рыбалку просто вот, что вот у меня в ящике лежало. Одну опускаю, вторую не клюет. Это только пускаю сразу бах, щука. Пускай бах, щука. Отхожу, лунку бурю опускаю, бах, щука, бах, щука. И так пошел, и каждый. То есть 130 щук за 5 часов. О чем-то это говорит. Мы ни разу еще в 2 часа дня не заканчивали рыбалку. Вот сейчас пришлось заканчивать, потому что сидеть и не рыбачить тоже это не рыбалка.